Привет, друзья! Давно не виделись. Сегодня тема видео у нас будет такая, которая поможет не только владельцам Pathfinder'ов, а еще и другим автомобилям, потому что она касается абсолютно всех, кто занимался вопросом удаления EGR и последующим программированием либо прошивками. Если вы смотрите это видео, значит, эта участь коснулась вас лично, независимо от марки, модели и типа вашего автомобиля. Тот, кто обращался к прошивальщикам за тем, чтобы ему просто отключили контроль ошибок по EGR, то есть это программист, диагност или какой-нибудь там шаромыжник залазит в ваш ЭБУ программкой, отключает контроль ошибок по EGR, то есть он продолжает также ошибаться, также спотыкаться, пытаться управлять клапаном, который вы демонтировали либо заглушили, но на вашей приборке никаких ошибок не отображается и в накопленные эти ошибки не попадают. Если вы именно за этим обращались к диагностам, к этим, то в принципе вашу задачу эти диагносты успешно решают, и вы можете выключать это видео и продолжать смотреть что-нибудь другое. А вот тем, кто удалил EGR или заглушил его и обращался к диагностам для того, чтобы ему удалили в программный EGR, именно удалили, либо перевели в Евро 2, либо изменили его прошивку так, чтобы теперь смесь образования регулировалась правильно, чтобы карты топливные работали четко именно с учетом отсутствия EGR. Именно этим владельцам я предлагаю продолжить просмотр. Я думаю, они подчеркнут многое полезного из этого короткого, но очень важного видео. Погнали! Друзья, я не получаю монетизации с YouTube, и никакой коммерции мне эти видео не приносят, поэтому я прошу вас поддержать мой канал. Если не донатом, ссылка на который есть в описании к этому видео, и вы можете помочь какой-то минимальной денежкой, потому что меня выгнали из гаража, мне даже негде заниматься видеоблогами по автомобильной тематике, то хотя бы лайком, хотя бы комментарием вам это не стоит ничего, а я могу для себя сделать вывод, что мои видео для вас хотя бы важны, пусть даже без финансовых вложений с вашей стороны. Вот. В общем, помним, лайк, комментарий, подписка – это очень важно. Начнем по порядку. Вся буча на моем канале началась с того, что я снял видео на тему, как правильно удалять EGR, что к вам в ИБУ, точнее в ИБУ вашего автомобиля должен залезть программист, скачивает вашу программу управления двигателем, либо удаляет программный блок, который отвечает за управление EGR, либо меняет топливные карты, корректирует их в зависимости от нагрузок, в зависимости от там мощностных всяких таких параметров. Но надо понимать, что чтобы править топливные карты, во-первых, нужен мощностной стенд, то есть машина ставится на стенд, с нее снимаются все параметры, и начинается муторная работа по изменению карт, именно топливных карт, в которых, грубо говоря, запрограммированы те самые параметры топливно-воздушной смеси в зависимости от режимов двигателя. То есть это муторная работа. Минимум 5-6 визитов на стенд мощностной вам нужно будет сделать. Грубо говоря, это как примерка пиджака. Сделали правочку, заехали на стенд. Сделали правку, заехали на стенд. И правка это делается только на один конкретный двигатель. Ребята, не на автомобиль, не на марку автомобилей, не на линейку автомобилей, а на конкретный двигатель, потому что на вот эти вот топливные карты, на мощностные характеристики в зависимости от режимов влияет абсолютно все. Даже степень изношенности шин, даже состояние ваших редукторов, состояние там, я не знаю, дорожного полотна, все влияет. И когда говорят, что я залил мощностную прошивку там, и вы теперь там будете там переть, ну, ребят, это бред. Поэтому, если у вас не было такой процедуры, вот такой нудной, длинной и без мощностного стенда, знайте, вас развели. Не будьте лохами. Никакой прошивки с корректировкой топливных карт вам никто не делал. Вам просто залили хрень, если вообще залили. Потому что на сегодня есть сервисы, в которых просто-напросто мальчиков обучают. Ставишь ноутбук вот сюда, подключаешь вот сюда, запускаешь вот эту программу, клиенту тыкаешь пальчиком, что смотрите, как у вас тут красиво загружается. Загрузилось. Я пошел в свою секретную каморку вам править программу. 30 минут его нет. Клиент думает, что вот сейчас супер-мега-специалист, блин, правит мою программу, у меня сейчас все полетит. То есть психологически он себя накачивает. Выходит специалист, ну типа он закончил работу, подключается опять к вашему компьютеру, к вашему
блока управления двигателем, типа заливает эту программу. А что произошло? Он слил вашу прошивку, залил вашу прошивку. Вот. Но никто в ней не ковырялся, никто в ней ничего не делал. Я говорю, если вы не просили, просто убрать контроль ошибок. Контроль ошибок отключается вообще просто. После этого, психологически накачанный, вы выезжаете оттуда и думаете, блин, у меня реально машина прет. Это вам говорит человек, который переделал кучу всевозможных тюнингов на разных автомобилях. И когда психологически даже сам ты, вот я, думал, что, блин, реально, вот она сейчас поперла, там, я сделал вот эту хрень, блин, она поперла. Это касается не Pathfinder'ов, касается различных машин, которые у меня были. И Subaru, и Mitsubishi, и Toyota, все было. Mazda даже. Так вас налохотронили типа изменения мощности и правках топливных карт после удаления EGR. Но в любом случае, что бы ни делали прошивальщики с программными модулями касаемо EGR, после их вмешательства, если они действительно что-то делали, у вас в любом случае должен отключиться контроль EGR, и как минимум у вас должен быть отключена связь ЭБУ с EGR. ЭБУ больше не управляет EGR, то есть никаких импульсов, сигналов и команд он туда подавать не должен. И мы таким образом приближаемся к самому важному, как проверить, отлохотронили вас или нет. На телефон устанавливается программа Motor Data, ELM-сканер подключается к вашему АБД-разъему, точнее разъему вашего автомобиля, и мы смотрим поле EGR. Угол открытия. В моем случае, даже после вмешательства супер-мега-тюнингаторов, видео, которые я выкладывал ранее, я рассказывал о сервисе, я верил пацанам. Но меня также отлохотронили, как большинство других, и я сейчас говорю не за конкретный сервис. Я говорю о глобальной услуге в целом, которая у нас процветает по всей стране. Вот этот вот, как хотите называйте заговором, не заговором, но это на самом деле большой-большой лохотрон. И проверить вы его можете. Еще раз говорю, подключаете Motor Data, смотрите прямо при сервиснике, меняются параметры на углу открытия клапана или нет. Если не меняются, вас отлохотронили, все просто. Если это не так, пусть этот сервисник объяснит, какого фига блок, от которого отвязан EGR, полностью продолжает управлять этим клапаном. Мне даже самому будет интересно, что будет там мямлить этот супер-мега-тюнингатор на ваш вопрос. Пожалуйста, пишите это все в комментарии, мы с вами вместе все это обсудим. И обязательно делитесь этим видео, потому что вот таких отлохотроненных просто огромные толпы. Поэтому я и прошу вас распространять это видео. Пусть люди давят сервисников именно вот этими доводами. Вот, а на этом действительно все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не болейте. А я поехал дальше. Пока. motherfucking PIM.